Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок на YouTube, Рутюб, Telegram, Яндекс.Дзен. Подписываемся на канал и смотрим видео абсолютно бесплатно. Сегодня я хочу показать коротко, как обвязывать можно любую шаль, вне зависимости, это мотивы, это не мотивы. Петли Соломона и какая-то капелюшечка, пышный столбик, допустим, можно связать, можно, как я, монетку связать, такой вот кружочек. То есть принцип вязания очень легкий, и петли Соломона всегда хорошо смотрятся. Предлагаю посмотреть. У нас с вами связанная шаль, а сегодня я предлагаю сделать обвязку, чтобы уже окончательно сделать завершающий штрих в нашей работе. Широкую часть, вот она у нас есть, я ее не вяжу, она смотрится достаточно красиво, а вот эти вот наши боковые мотивчики, мне кажется, нужно обвязать. Привязываем ниточку в самое начало. Я хочу обвязать петлями Соломона, это моя любимая обвязка, она всегда хорошо смотрится. Вот наш самый краешек, это вот боковиночка такая. За самый центр мы с вами присоединяемся и вяжем петлю Соломона. Петельку воздушную сделали, вытянули примерно на 1 сантиметр. В петлю проводим крючок между петлей и ниточкой, столбик без накида. У нас получилась петля Соломона. Еще раз вытягиваем, делаем накид. Накид проводим в петлю Соломона, между петлей и накидом столбик без накида. Вот. Такое у нас будет начало. Теперь провязываем в самом конце. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5. Провязали, смотрите, 2 петли Соломона, 8 воздушных петель, 8 петель в первую замкнули в кольцо, повернули вязание к себе, чтобы было удобно, и вяжем 3 воздушные петли, и в кольцо вяжем 20 столбиков с одним накидом. Первые воздушные петли тоже считаем за столбик. 2, 3, то есть мы вяжем колечки и петли Соломона. Вот таким несложным способом. Было просто в видео. Провязали наши столбики, в самую первую воздушную петельку присоединились, вяжем петлю Соломона, вытягиваем, 1 петля Соломона и 2 петля Соломона. Смотрим нашу шальку, присоединяемся вот сюда, в следующее отверстие. Опять вяжем то же самое, петля Соломона, 1, 2, 2 штуки, 8 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Колечко замыкаем, поворачиваем, чтобы нам было удобно вязать, 3 воздушные петли и вяжем наши столбики. В зависимости от толщины ниточки, смотрите, чтобы колечко было красиво. Вот, может быть 20, может быть 18, но чтобы красиво было. Вот. Вот такое колечко мы будем с вами вязать. По центру мы пропустим вот эту воздушную арочку, а сюда присоединимся. И следующее присоединение у нас будет уже вот сюда. То есть между мотивчиками мы будем присоединяться. Потом опять между, один пропускаем и в эту дырочку один момент. Центральный пропускаем, между вяжем, между вяжем, между.
И у нас получается красивое соединение, красивая такая вот обвязочка. Вяжем до конца, смотрим, что получается. Опять провязали наши столбики, соединяем с самым началом, провязываем петлю Соломона и еще одну. Смотрим место соединения, чтобы оно у нас все было ровненько, аккуратненько. Одну пропускаем, один узорчик там, где у нас воздушная петелька была, да? Один, может быть, раппорт. Столбик без накида провязали и вытягиваем петлю опять. Раз, петля Соломона и два, петля Соломона. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Замыкаем в кольцо, разворачиваем так, чтобы было к себе удобно. Раз, два, три воздушные петельки, к себе лицо. И в круг вяжем 18 либо 20 столбиков в зависимости от толщины вашей пряжи с одним накидом. 4, 5, 6, 7. И у нас получится так, вот так. Чтобы потом все монетки смотрели в одну сторону, нужно обязательно их прогладить через мокрую марлю, но петлю Соломона мы не проглаживаем, а вот само колечко обязательно, чтобы оно красиво и смотрелось всегда в одну сторону, иначе оно будет разворачиваться. Вот. И теперь уже провязываем наши столбики и соединяем в первую арочку. Центральную арочку пропускаем, а в следующую, то есть первую и последнюю мы провязываем, а центральную пропускаем, вот как в этом первом мотиве. Вот точно так же наша задача сделать. Если ниточки останутся, можно еще и поверху сделать обвязку, но обвязку поверху, как правило, обычно вяжу столбиками без накида. Она ровная у нас, она красивая, ее обвязывать вот такой каймой не надо, а столбиками без накида, либо полустолбиками обвязать можно для ровности, для красоты. Довязываем последнюю нашу обвязочку. Так она получается. И присоединяем. У нас вот воздушная арка была, арочка, столбик без накида. И смотрите, остался верх. Хотела показать, как бы я обвязала. 1 столбиком без накида, 2, 3, 4. Очень часто меня спрашивают, а как я обвязываю шаль. Вот если самый верх можно обвязать столбиками без накида. Там, где у нас 2 воздушные петли, мы вяжем только 1 столбик. Либо обвязать полустолбиками. Это самое такое лаконичное завершение работы. Длинную арочку, у нас было 5 воздушных петель, мы провязываем 1, 2, 3, 4 и по центру 5. И еще 4. 1, 2, 3, 4. Чтобы сделать завершающий штрих или выровнять вязание, то вот я бы так порекомендовала. Просто-напросто обвязать столбиками без накида, естественно, потом все прогладить, и получится такая вот у нас обвязка. Что по итогу хотела я показать, что мне получилось. Вот смотрите, в самом конце у меня осталось 2 мотива. И вот при обвязке эти 2 мотива достаточно хорошо, гармонично смотрятся. То есть мы провязываем между ними петли Соломона и нашу такую вот копеечку, такое колечко. И все получается достаточно симпатично. Вот. Если брать четное количество мотивов. И обвязка вяжется быстро, просто, но единственное, что оставляйте на нее все-таки пряжу. Вот у меня немножко не хватило, я решила закончить вязание другой, чуть поярче. Но я не думаю, что это как-то испортит общее мнение.
Обвязка у меня готова. Буквально часик-два связали. Вот она у нас такая идет симпатичная. Конечно, ее тоже надо прогладить, чтобы все вот эти колечки хорошо смотрелись. И обвязка будет готова. Такой обвязкой можно обвязать любую шаль, любой платок, палантин. Она универсальная. Петли Соломона и монеточка. Петли Соломона и, допустим, пышный столбик. Всегда хорошо, красиво смотрится. Огромное спасибо, если вы досмотрели ролик до конца. Надеюсь, видео будет вам полезным. И до новых встреч!